Тема сегодняшней лекции — кватернионное волновое уравнение первого порядка для полей с массой кванта, неравной нулю. План лекции будет следующий. Вначале мы рассмотрим сидионное волновое уравнение первого порядка с ненулевой массой кванта и рассмотрим его свойства. Затем мы обсудим решение данного уравнения в виде плоской волны. Потом мы обсудим источники этого поля и рассмотрим неоднородные волновое уравнение, а потом рассмотрим взаимодействие зарядов источников этого поля, как точечных, так и неточечных. Так, сидионное волновое уравнение. На прошлой лекции мы с вами разбирали сидионное волновое уравнение второго порядка и договорились, что поля, описываемые этим уравнением, создают барионные заряды. Поэтому поля, описываемые этим уравнением, я буду называть барионными полями, условно. Вот. Сейчас мы рассмотрим однородное уравнение, то есть описывающее волны в вакууме. Вот это вот волновое уравнение второго порядка имеет целый класс специальных решений. Волновые функции описываются уравнением первого порядка. Действительно, если мы подставим волновую функцию, описываемую уравнением первого порядка, в уравнение второго порядка, то уравнение второго порядка будет выполняться автоматически. Вот давайте мы рассмотрим свойства этого волнового уравнения первого порядка. Вначале мы переобозначим наши некоторые операторы. Тут оператор дельта введем и оператор m, как для более компактной записи нашего уравнения. Тогда наше уравнение запишется вот в следующем виде. Рассмотрим его свойства. Значит, вначале мы рассмотрим волновую функцию этого уравнения в виде полного сидиона, состоящего из 4 скалярных компонентов и 4 векторных компонентов. Если мы этот сидион подставим в исходное уравнение, то мы получим вот такую систему уравнений для потенциалов этого поля. С другой стороны, если мы вспомним предыдущую лекцию, то выражения в левых частях этих уравнений являются определениями барионных полей. И действительно, вот было у нас определено 4 скалярных поля и 4 векторных поля. Теперешние уравнения показывают, что эти все поля равны нулю. Таким образом, волновое уравнение первого порядка показывает нам, что если мы подставим этот сидион в это уравнение, то мы получим следующее уравнение. Сидион, состоящий из напряженностей полей барионного поля, напряженностей, равен нулю. Это означает, что все эти напряженности поля барионного равны нулю. Таким образом, волна, описываемая уравнением первого порядка, описывает волну, у которой все напряженности поля равны нулю. Однако потенциалы в этой волне не равны нулю. Давайте мы рассмотрим решение этого уравнения в виде плоской волны. То есть будем искать решение в виде вот такой некоторой экспонента. Если мы на наше исходное уравнение подействуем еще раз оператором пространственно-временного градиента, то мы получим вот такое уравнение, которое хорошо известно, называется оно уравнение Клейна-Гордона. Соответственно, этому уравнению дисперсионная характеристика определяется вот таким уравнением, из которого следует, что частота имеет две ветви со знаком плюс и минус. Вот здесь дисперсионные характеристики изображены графически. То есть есть положительная частота и отрицательная частота. Такое уравнение первого порядка имеет два решения, как нетрудно видеть. Вот здесь они выписаны. W плюс и W минус. Соответственно, частоте плюс и минус. Это легко проверить, если мы подставим наше решение в исходное уравнение. Тогда при действии нашего оператора на экспоненту мы получаем вторую скобку, такую же аналогичную. А в силу того, что у нас выполняется такое дисперсионное соотношение, это произведение двух скобок равно нулю тождественно. Поэтому это есть решение нашего уравнения. Но в отличие от решения в виде плоской волны для уравнений электромагнитного поля первого порядка, пространственная структура, амплитуды этой волны у нас более сложная, как вы видите. Теперь рассмотрим источники такого поля. Поставим в наше уравнение в правую часть источник И. Тогда наше уравнение показывает, что напряженности барионного поля, вот этот сидион, равен сидиону источников. Это означает, что наши поля
напряженности наших полей отличны от нуля только в области источников и нигде более. Для простоты рассмотрим источник в виде суммы, значит, двух слагаемых. Здесь ρL – это объемная плотность заряда источника поля, а GL – это объемная плотность потока этого заряда. Тогда из всего этого уравнения остаются у нас две напряженности поля. G равно 4πρ и F 4π на C на G. Давайте мы теперь рассмотрим взаимодействие двух точечных зарядов неподвижных. Тогда наша плотность, объемная плотность нашего заряда описывается вот такой дельта-функцией. То есть у нас точечный заряд Q, и тогда объемная плотность заряда описывается вот такой дельта-функцией. Соответственно, скалярное поле наше равно 4πq на дельта-функцию от R. Тоже описывается дельта-функция. Если мы возьмем два заряда, первый и второй, на расстоянии R, и посчитаем энергию взаимодействия как перекрытие напряженности G1 и G2, тогда мы получим следующее выражение для энергии взаимодействия. Энергия взаимодействия равняется 4π Q первый заряд умноженный на второй заряд. И эта энергия взаимодействия отлична от нуля только тогда, когда оба заряда находятся в одной и той же точке пространства. Вот здесь стоит дельта-функция. То есть они взаимодействуют только тогда, когда они расположены в одной точке пространства. Такая вот интересная особенность. Очень интересно, если мы рассмотрим взаимодействие не точных зарядов, а каких-то протяженных. Ну вот, например, рассмотрим взаимодействие двух сферических областей, равномерно заполненных зарядом ρ, или, соответственно, полем G. Значит, они могут быть заряжены одинаково, или одна с положительным зарядом, вторая с отрицательным зарядом. Энергия взаимодействия в этом случае сводится к нахождению вот такой объема линзовидной области, которая образуется при пересечении двух сфер. Объем этой области известен, он выражается вот такой формулой, и поэтому энергия взаимодействия может быть легко найдена. Вот здесь она выписана. Графическое представление этой энергии представлено на этом рисунке. Значит, по оси расстояний все отнормировано на радиус сфер. То есть, когда это расстояние равно двум радиусам сфер, то происходит касание этих двух сфер, и затем при перекрытии энергия этой системы нарастает, так что эти две сферы отталкиваются. В противоположном случае, когда одна заряжена положительным, а другая отрицательным, мы будем видеть другую картину. При соприкосновении этих двух сфер они начинают притягиваться, и когда они полностью перекрываются, то они полностью аннигилируют, заряды уничтожаются. Еще более интересная модель так называемых core shell систем, то есть ядро-оболочка. Пусть у нас ядро заряжено положительно, а оболочка отрицательно. И у второй частицы точно так же. Или можно наоборот. Ядра заряжены противоположно, и оболочки заряжены тоже противоположно. Два случая рассмотрим. В первом случае мы будем иметь вот такую энергию взаимодействия. Сначала оболочки отталкиваются, поскольку они одинаково заряжены. Потом оболочки вступают в взаимодействие с ядрами, они начинают притягиваться. А потом при перекрытии ядер очень сильно нарастает энергия системы, и эти две системы начинают отталкиваться. Заметьте, что есть состояние равновесия где-то вот вблизи двойки, 2R, когда система образует некоторую такую устойчивую конфигурацию. Теперь, если они противоположно заряжены, то вначале оболочки притягиваются, потом оболочки отталкиваются от ядер, и когда ядра перекрываются, начинается очень сильное взаимодействие между частицами, и они точно так же аннигилируют. В этом случае тоже есть некоторые состояния устойчивые, вот это, соответствующие 4 радиусам ядра. Вот такая вот интересная есть ситуация с такими полями. Заключение. Сведенное волновое уравнение первого порядка с ненулевой массой кванта описывает волны в вакууме, у которых напряженности барионного поля равны нулю. В случае неоднородного волнового уравнения напряженности поля отличны от нуля, только непосредственно в области источников. В заключение, по традиции, рекомендую вам нашу книгу «Пространственно-временные сидионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Ссылка будет дана в прикрепленном комментарии. Если у вас возникают вопросы или желание что-либо обсудить, то можно написать мне письмо, используя вот этот адрес электронной почты. Благодарю вас за внимание.